В наших предыдущих выпусках мы неоднократно поднимали вопрос о наличии оперения у динозавров. Этот факт известен ученым давно, но прямые доказательства появились у них только в 1998 году. В Китае были найдены окаменелые останки динозавра, покрытого перьями. Сегодня подробнее расскажем об этом открытии и познакомим вас с некоторыми оперенными динозаврами. Также вы сможете узнать, когда и с какой целью динозавры обзавелись перьевым покровом. Подписавшись на канал «Эпоха динозавров», вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов и делиться своим мнением с другими зрителями в комментариях. Также мы призываем всех любителей науки активнее поддерживать создателей канала при помощи лайков. В классическом представлении все динозавры выглядят как огромные рептилии. Даже в хороших документальных фильмах, снятых в 90-е годы прошлого века, они обладают чешуйчатой кожей, наподобие змеиной или крокодильей. А создатели художественных фильмов до сих пор не могут отойти от образов, показанных в культовом парке юрского периода. Достаточно сложно напугать зрителя рапторами и другими хищниками, разукрашенными словно тропические птицы. Между тем, ученые давно заметили схожесть останков динозавров со скелетами современных птиц. Первые предположения о возможном наличии у них перьев появились достаточно давно. В 1969 году палеонтолог Джон Остром описал такого динозавра, как дейноних. Эти манирапторы были известны и до этого. Впервые их обнаружил знаменитый исследователь Барнум Браун в конце 20-х годов. Сильно фрагментированный скелет динозавра был обнаружен в 1927 году и частично описан Брауном в 1931. На тот момент у него было другое рабочее название. Исследователь не закончил работу, и неполный череп, фрагменты позвоночника и конечностей на длительное время отправились в запасники Американского музея естественной истории. Дейнонихи обитали на территории современных Соединенных Штатов и, возможно, Бразилии. Они вырастали до 3,5 метров в длину и до 120 сантиметров в высоту. Весили эти небольшие тероподы около 70 килограммов. Примерно через 30 лет Браун показал экспонат студенту Джону Острому, а в 1964-м Остром в составе экспедиции обнаружил еще несколько фрагментов, принадлежащих тому же виду. При описании динозавра, получившего имя дейноних, молодой ученый отметил некоторые особенности его строения. В скелете этого небольшого динозавра имелась особая полулунная кость. Она характерна для передних конечностей птиц и нужна для складывания крыльев. Из-за сильной схожести дейнониха с птицами исследователь предположил, что он был теплокровным и мог быть покрыт перьями. Тогда эти заявления вызвали в научном сообществе серьезный резонанс. В одной из следующих работ Остром даже предположил, что мог ошибиться. Но последующие находки останков этого динозавра только подтвердили его схожесть с современными птицами. Это заставило многих ученых пересмотреть взгляды, но вещественные доказательства наличия перьев в виде отпечатков кожи дейнониха пока обнаружить не удалось. Ученики и последователи этих ученых все чаще в своих работах стали использовать иллюстрации, на которых показаны оперенные динозавры. В 1974 году опубликована статья палеонтолога Роберта Беккера «Ренессанс динозавров». В ней впервые появилось изображение динозавров с перьями. Также ученый прямо заявил, что динозавры были продвинутой группой теплокровных существ. В 1988 вышла книга Грегори Пола «Хищные динозавры мира». В ней ученик Беккера сообщил, что точно знает, что такие динозавры, как дейноних и велоцираптор, точно были покрыты перьями. Он не сомневался, что со временем будет найдено множество доказательств наличия перьевого покрова у динозавров. Но даже без наличия отпечатков кожи в этой и других публикациях автора появлялись пернатые динозавры. К началу 90-х годов 20 века у исследователей практически не осталось сомнений в том, что как минимум динозавры небольших размеров были покрыты примитивными перьями.
Например, советский палеонтолог Михаил Ивахненко в своей книге «Живое прошлое Земли», которая вышла в 1987-м, изобразил авимима с густым перьевым покровом. Авимим — это небольшой хищный теропод из подотряда авираптозавров. Он обитал в Азии в период от 84 до 66 миллионов лет назад. В длину он не превышал 1,5 метра. Его название переводится как «похожий на птицу». Впервые он был обнаружен в пустыне Гоби в 1981-м советским палеонтологом Сергеем Курзановым. У найденного скелета отсутствовал хвост, поэтому ученый посчитал, что динозавр был бесхвостым. Более поздние находки это заблуждение развеяли. Это был быстрый и проворный хищник. Большинство ученых считает, что он мог быть всеядным. На эту мысль их навело строение пасти животного. Она больше напоминала клюв, но на челюстях имелись зубы, характерные для всеядных животных. Сам же Курзанов высказал предположение, что авимим мог питаться насекомыми. Об этом свидетельствуют строение его шеи и форма позвонков. Возможно, авимимы объединялись в довольно крупные стаи. Наконец, в 1996 году надежды палеонтологов всего мира сбылись. Китайский фермер, увлекающийся поиском окаменелостей, обнаружил 2 интересных фрагмента. На них сохранился отпечаток необычных динозавров. Один образец был куплен Нанкинским институтом геологии и палеонтологии. Другой отправился в Национальный геологический музей в Пекине. Возраст окаменелостей составляет примерно 122-124 миллиона лет. Найденный динозавр был назван синозавроптериксом, это означает «китайский ящер с перьями». Канадский палеонтолог Фил Карри сфотографировал один из экспонатов и показал его ученым из Соединенных Штатов. Одним из тех, кто увидел эти фотографии в первую очередь, был Джон Остром. Спустя более 30 лет его теория нашла вещественное подтверждение. Но и теперь научное сообщество не смогло сразу принять это революционное открытие. В первой статье, посвященной синозавроптериксу, его называют птицей. Позже его все-таки классифицировали как нептичьего динозавра из семейства Компсогнатид. Но некоторые ученые посчитали, что в породе отпечатались совсем не перья. Алан Федуччиа предположил, что это были коллагеновые волокна. Из таких образований состоят гребни на спинах и хвостах некоторых современных водных ящериц. Спор между сторонниками этих теорий был положен только в 2017 году. Группа исследователей при помощи современной техники еще раз изучила окаменелости. Они пришли к выводу, что эти отпечатки оставлены примитивными нитевидными перьями. Конечно, эти перья сильно отличались от оперения современных птиц. Наиболее близко к ним по строению располагается пух, которым покрыты птенцы. Также похожую структуру имеют перья, которыми покрыта птица киви. Использовать такие перья для полета невозможно. Оперение синозавроптерикса могло служить для сохранения тепла или для привлечения противоположного пола. Также перья вполне могли быть средством маскировки. В том же 2017 году ученые восстановили расцветку перьевого покрова этого динозавра. Оказалось, что окрашен он был очень неравномерно. Спина была темной, а нижняя часть туловища светлой. Хвост был выкрашен в вертикальные чередующиеся полосы темного и светлого оттенка, а на морде была своеобразная маска, похожая на окраску морды енота. В течение пары лет после открытия синозавроптерикса на территории Китая было открыто сразу несколько оперенных динозавров. Среди них были такие виды, как микрораптор, бэйпяозавр и каудиптерикс. Все они были небольшого размера, в основном их масса не превышала нескольких килограммов, разве что бэйпяозавр мог вырастать до 2 метров и весил до 40 килограммов. Этот ящер из провинции Бэйпяо относится к терезинозаврам. Первые находки окаменелостей этого динозавра сделаны в 1996 году. Этот небольшой теропод жил на Земле в меловом периоде примерно 125 миллионов лет назад. Все его тело было покрыто такими же тонкими пушистыми перьевыми волокнами, что и у синозавроптерикса. Но они отличались большей длиной
и были направлены вдоль передних конечностей. От других представителей семейства он отличался крупным черепом. На конце пасти у него располагался беззубый клюв. Зубы размещались в задней части пасти, в районе щек. Каудиптерикс является небольшим насекомоядным тероподом. Он обитал в Китае в одно время с предыдущими описанными видами. Открыт он был в 1997-м. Длина тела этого динозавра не превышала 1 метр, весил он чуть более 2 килограммов. Интересной особенностью перьевого покрытия этого вида является наличие нескольких видов перьев. Его ноги были покрыты нитевидным пухом, который, скорее всего, служил для согревания. А на коротком хвосте располагались самые настоящие контурные перья. Благодаря им динозавр и получил свое имя, оно означает «хвост с перьями». Эти перья не были симметричными по структуре, поэтому для полета они никак не подходили. А вот микрораптор, если и не умел летать полноценно, то мог планировать с дерева на дерево. Для этого он отрастил себе перья не только на передних, но и на задних конечностях. Это животное является одним из самых маленьких динозавров. Его длина вместе с хвостом едва могла превышать 1 метр, а весил он не более 1 килограмма. Пока речь шла о небольших динозаврах, наличие у них перьев воспринималось учеными относительно спокойно. Но когда в том же Китае в 2012 году был обнаружен оперенный тираннозавроид, Ютиранус, ученые были сильно озадачены. Этот крупный теропод, по разным оценкам, мог вырастать в длину до 7,5, а то и 9 метров. Он имел рост под 3 метра и весил более 1 тонны. Нитяные перья длиной до 20 сантиметров покрывали шею, спину, ноги и хвост динозавра. По всей вероятности, на территории Китая 125 миллионов лет назад было достаточно холодно, если даже самым большим динозаврам пришлось так утепляться. Но доказательства наличия перьевого покрова у тираннозавра и других его родственников пока не обнаружены. Настолько крупные животные выделяют достаточно тепла, чтобы обходиться без дополнительной защиты от холода. Примером могут служить современные слоны и носороги. Но, несмотря на отсутствие научного обоснования, в некоторых документальных фильмах появились тираннозавры, частично покрытые пухом. Например, сериал «Доисторическая планета». Интересно, что следы оперения найдены у некоторых видов птерозавров. Они отделились от ветви развития динозавров намного раньше конца мелового периода. Из этого ученые сделали вывод, что перья присутствовали у их общих предков. Это значит, что динозавры изначально могли быть оперенными, просто некоторые из них избавились от перьев в процессе эволюции. Мы благодарны зрителям, которые досматривают наши ролики до конца. Узнать больше об истории изучения динозавров можно в наших предыдущих роликах. Также в них рассказывается о разных геологических эпохах и об истории появления жизни на нашей планете.